Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о грибах. Что мы знаем о них? Многие скажут, скорее всего, все. Растут в лесу после дождя. И бывают съедобные и несъедобные. Поганки там всякие мухоморы, да такие ядовитые, что просто ужас. И кто их может отличить, так это грибники, которые их собирают. А если под рукой нет свободного грибника, добро пожаловать в магазин. Каких там только грибов нет. Шампиньоны, вешенки и еще с непонятными названиями и необычные на вид. Кто-то слышал о свиньях, которые трюфели находят. Грибы очень редкие и дорогие. Наверное, очень вкусные. А есть грибок между пальцами ног. А у кого-то гриб стоит в банке на кухне, некрасивый такой, но взрослые говорят, крайне полезный. Для кого-то не секрет, что плесень – это тоже грибы, и дрожжи тоже. И еще из грибов лекарства придумали против многих болезней – антибиотики. Сколько их оказывается, и действительно ли все это грибы? Чтобы это узнать, мы сегодня с вами отправимся за грибами, или по грибы, кому как больше нравится, чтобы узнать о них еще больше интересной информации. Добро пожаловать в царство грибов. Поехали! Да, дорогие друзья, у грибов свое царство. Ученые долго ломали голову, куда отнести грибы. К растениям вроде бы похожи, они сидят на месте, растут из почвы. Но чем глубже исследователи заглядывали внутрь, тем яснее становилось. Грибы идут своим собственным путем. Во-первых, у грибов нет хлорофилла. Они не умеют фотосинтезировать, то есть не создают себе пищу из солнечного света, как растения. Им нужна готовая органика, древесина, листья, фрукты, иногда кожа животных и не только. Грибы питаются, расщепляя чужие вещества, и в этом больше схожести с животными. Во-вторых, в клетках грибов особый строительный материал – хитин. Им покрыты панцири насекомых и раков. У растений такого нет, их стенки состоят из целлюлозы. Хитиновая броня грибов делает их биологически ближе к животным, чем к зеленым собратьям. В-третьих, способ хранения энергии у грибов тоже необычный. Растения запасают крахмал, а грибы – гликоген. Тот же полисахарид, что используют животные. То есть и тут связь прослеживается не с растительным миром. Но и назвать грибы животными нельзя. У них нет нервной системы, мышц, органов чувств, хотя, возможно, просто не докопались до истины. Но то, что они образуют мицелий, подземную сеть из тончайших нитей, которая может растягиваться на километры, это правда. Мицелий – настоящая жилая сеть грибов, состоящая из тончайших нитей, гиф. Эти нити переплетаются, разветвляются и пронизывают почву, древесину или даже тело живого организма. Благодаря мицелию гриб впитывает воду и питательные вещества, как гигантская губка. Иногда он достигает колоссальных размеров. Самый известный пример – мицелия опенка темного в Орегоне. Его возраст оценивают в 1000 лет, а площадь свыше 900 гектаров. Это одно из крупнейших живых существ на Земле. То, что мы называем грибами в лесу, лишь плоды, а сам организм скрыт под землей, в невидимой грибной сети. Но это не организм в привычном смысле и нашем понимании, а скорее живое сообщество клеток. Но как они появились? Грибы – одни из древнейших обитателей Земли. Ученые считают, что их предки появились более миллиарда лет назад. Еще до того, как растения вышли на сушу, первые грибы жили в воде, рядом с простейшими водорослями, и постепенно переехали на сушу, помогая будущим растениям укорениться в новой среде. Самые старые находки спор грибов в ископаемых породах датируются возрастом около 900 миллионов лет, а древнейший известный мицелий обнаружен в Канаде. Ученые считают, что ему более миллиарда лет. Получается, что грибы были свидетелями появления кислородной атмосферы и всех последующих этапов эволюции. Их роль была колоссальной. Именно грибы, разлагая горные породы и органику, подготовили почву для растений, а в симбиозе с корнями они помогали растениям получать воду и минералы. Без грибов зеленая суша могла бы так и не появиться. Иными словами, грибы – это древние инженеры планеты. Они пришли задолго до деревьев и цветов и до сих пор остаются невидимыми архитекторами жизни. Именно поэтому ученые создали для грибов отдельное царство. Оно
Оно включает гигантские плодовые тела, которые мы иногда встречаем в лесу на опушках, и микроскопические дрожжи, ядовитые мухоморы и целебные плесени, а возможно и не такие целебные. Но об этом позже. В этом царстве соседствуют разрушители и созидатели, паразиты и лекари. И сказать, что видов очень много, это значит ничего не сказать. Грибы ученые каталогизируют, но все никак не выкаталогизируют. И процесс этот идет до сих пор. И это не потому, что они ленятся, а потому что грибы – это грибы. Вроде все просто. Вот плесень, а вот мухомор, вот дрожжи в пакетике. Неужели за столько времени нельзя было все это разложить по полочкам? За что им только зарплату платят? Но это далеко не так. Когда человек видит гриб в лесу на пеньке или опушке, перед ним лишь плодовое тело, предназначенное для распространения спор. Однако далеко не все виды образуют такие структуры. Многие остаются незаметными, живут в корнях деревьев, в тканях растений, даже в телах насекомых, в воде, в почве, в воздухе. Некоторые встречаются в пустынях, в вечной мерзлоте или в горячих источниках, поэтому большая часть грибного разнообразия остается неизвестной. Сегодня описано около 150 тысяч видов, но по оценкам микологов их может быть от 2 до 6 миллионов, и это приблизительно. Для систематики используют общие биологические категории: род, вид, семейство, порядок. Крупные группы включают шляпочные грибы, плесневые, дрожжи, паразитические и симбиотические формы. Долгое время классификация была запутанной. Один и тот же гриб на разных стадиях могли описывать как разные виды. Ситуацию изменила молекулярная генетика. Анализ ДНК позволяет точнее определить родство. Работают и международные базы, каталог жизни, индекс Фангорум, Микобанк, но даже с ними грибы остаются одними из самых загадочных царств. Микологи шутят, что о звездах мы знаем больше, чем о грибах, а астрономы, улыбнувшись, продолжают изучать космос. Но что же нам делать с грибами? Какие миллионы видов? Даже об описании сотни тысяч сменится не одно поколение редакторов и дикторов. А хотелось бы сегодня, да и прямо сейчас. Вместо того, чтобы нудно перебирать латинские названия, мы возьмем несколько групп грибов и, возможно, в следующих выпусках будем расширять наши знания. И начнем мы с базидиомиоцетов. Пусть название вас не пугает. За этим сложным словом скрывается именно то, что все мы называем грибами. Белые, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, мухоморы и лисички. Все это они. Именно базидиомиоцеты чаще всего попадают в корзинку грибника и на тарелку к человеку. Их особенность в том, что они размножаются спорами, которые формируются в маленьких клетках, базидиях. Эти клетки образуют тонкий слой гимений, а он в свою очередь расположен на гименофоре, пластинках, трубочках или шипиках, которые мы видим под шляпкой. Вот почему у одних грибов снизу пластинки, у других губка, а у третьих поверхность вся в иголочках. Мы идем по утреннему лесу. Трава еще в росе, воздух свежий и прохладный. И вдруг среди зеленого мха под елью поднимается крепыш. Белый гриб, боровик. Он стоит уверенно. Маленький хозяин леса. Толстая ножка белая, утолщенная к низу, покрытая легкой сеточкой. На ней покоится коричневая, чуть бархатная шляпка. Под шляпкой трубчатый слой. У молодых грибов снежно-белый, у взрослых слегка желтоватый или зеленоватый. Если осторожно срезать гриб ножом, мякоть окажется упругой и белой, с нежным ореховым ароматом. Она не темнеет на воздухе, в отличие от большинства других грибов. Белый гриб растет под елью, березой, сосной и дубом, чаще в светлых местах леса. Его появление с июня до октября для грибника настоящая находка, символ удачного похода. Не зря боровик зовут королем грибов. Он ценится и в жарке, и в маринаде, а в сушеном виде становится особенно ароматным. Белый гриб – это не один вид, а целый комплекс форм. Основной вид боровик еловый, классический, чаще встречается в ельниках, но у него есть несколько близких родственников. Боровик сосновый с краснобурой шляпкой, растет под сосной. Боровик дубовый, светло-коричневая шляпка, теплые дубравы и буковые леса. Боровик березовый, светлая шляпка, предпочитает березовые рощи. Другое дело его родственник по семейству горчак.
или ложный белый гриб. Очень он похож на боровиков, да только горький он на вкус. Попадается такой в супчик с белыми и все блюдо испортит. Но отличить его все-таки можно. Главное отличие – трубчатый слой. У белого он никогда не розовеет, а у горчака становится розовым. А в тени хвойных лесов среди папоротников и мхов скромно прячется польский гриб, благородный гость из рода маховиков. Его бархатистая шляпка отливает темно-коричневым, почти шоколадным цветом, а в сырую погоду покрывается скользковатой пленкой. Ножка плотная, желто-коричневая, утолщенная у основания. Он тоже очень похож на боровик, но есть особенность. При надавливании на трубчатый слой тот медленно синеет, выдает свою тайну. Но это не порок, а лишь особенность, не влияющая на вкус. А многие грибники-новички стороной его обходят из-за этого. Зря. Польский гриб не просто съедобен, он изыскан. Его плотная мякоть источает тонкий фруктовый аромат, а после приготовления напоминает блюдо из белых грибов. Растет в разнообразных лесах, чаще на полянах, краях дорог, одиночно или группами. Образует микоризу как с хвойными, так и с лиственными деревьями. Гриб космополит. Часто встречается во всех регионах России, по всей Европе, в Северной Америке, Австралии. На острове Калимантан заходит в субарктическую и субальпийскую зоны. Научное название маховик каштановый. Маховиков часто называют трубчатыми грибами второго ряда. Возможно, они не столь благородны, как белые, но среди знающих грибников очень любимы. Это и маховик зеленый, маховик красный, маховик пестрый, маховик желтобурый. Сатанинский гриб. Это коварный, дьявольски красивый представитель грибного царства. Обладает массивной светло-серой бархатистой шляпкой и вздутой пузатой ножкой, окутанной кроваво-красной сеточкой. На срезе плотная беловатая мякоть медленно синеет, а у зрелых старых экземпляров появляется неприятный запах. Этот гриб содержит токсины и может вызвать отравление, поэтому требует крайней осторожности и недюжего внимания в лесу. А это что за стройный красавец в скромном бархатном камзоле? Это подберезовик. Не просто гриб, а верный спутник березы. Его шляпка то светло-серая, то шоколадная. Упруго выпирает из мха, словно хочет первое увидеть солнце. Ножка точеная, крепкая, в темных крапинках-чешуйках, как будто испачкана землей в радостной спешке расти. Или строитель леший покрыл ножку штукатуркой. Срежешь ножом, а мякоть белая, чистая, пахнет лесом. Трубчатый слой под шляпкой белый или сероватый, со временем темнеет. Этот гриб растет с июня до октября. Предпочитает березовые рощи, опушки, лесные поляны. Это хороший, съедобный гриб. Особенно вкусен жареным или тушеным, хотя при сушке темнеет и становится более хрупким, чем белый гриб. Для грибников подберезовик – верный знак того, что лес ожил и пора отправляться за грибами. Найти его – маленькая удача, тихая радость грибника. Нашел – значит тихая охота удалась. А это подосиновик или красноголовик. Его трудно спутать с другим грибом. Ярко-алая или оранжево-красная шляпка ярко выделяется на фоне изумрудного мха и темной земли. Мощная высокая ножка покрыта темными чешуйками, напоминающий узор на кожице змеи. Хотя похож он скорее всего на своего брата подберезовика. Оба они из рода ликцинум, их еще называют абабки. У обоих длинная ножка с темными чешуйками. Очень они похожи, но различить их в лесу несложно, если знать ключевые признаки. Подосиновик, в отличие от подберезовика, обладает удивительным свойством. Его белая упругая мякоть на срезе мгновенно синеет, а затем чернеет. Да и шляпка у него более насыщенная. Хотя подосиновики бывают разных видов. Подосиновик красный, подосиновик желто-бурый или красно-бурый, красноголовик дубовый, красноголовик сосновый, красноголовик еловый. И даже, правда, редкий подосиновик белый. Растет он, как ясно из названия, в тесном союзе с осинами, но часто встречается и в смешанных лесах. А самый солнечный и дружелюбный гриб леса, пожалуй, масленок. Его шляпка как будто смазанная маслом, липкая, блестящая, отливает на солнце золотисто-коричневым цветом. Эта уникальная слизистая пленка защищает его от высыхания. Под шляпкой скрывается пористый желтоватый слой и короткая плотная ножка.
Растут маслята дружными семейками на песчаных почвах, в сосновых борах и на солнечных опушках, кое-где прячутся под хвойниками. А если нашел полянку, усыпанную маслятами, вперед! Их сбор – настоящее удовольствие. Они первоклассная добыча для грибника. Несколько минут на кухне, и с них слетает скользкая кожица. Открывая ароматную мякоть, кидаете грибы на сковороду, и сразу весь дом наполняется густым летним грибным ароматом. Жареные с картошечкой или маринованные, а можно и то, и другое. Маслята – это какой-то праздник. И это были так называемые трубчатые грибы, у которых под шляпкой расположен слой мельчайших трубочек. Именно через них созревают и высыпаются споры, позволяя грибам расселяться по лесу. К этой группе относятся белые грибы, подберезовики, подосиновики, маховики, маслята, польские и многие другие знакомые каждому грибнику, а теперь уже и нам виды. Но мир грибов на этом не заканчивается. Теперь мы переходим к пластинчатым грибам. У них вместо трубочек под шляпкой находятся тонкие пластинки, на которых формируются споры. Пластинчатые грибы куда разнообразнее по внешнему виду и включают как съедобные, так и смертельно ядовитые формы. И шампиньоны, пожалуй, самые известные популярные пластинчатые грибы. Их знают даже те, кто никогда не ходил в лес с корзиной, а с продуктовой гулял по супермаркету. Главный представитель – шампиньон двухспоровый. Именно его чаще всего выращивают в промышленных масштабах. В отличие от лесных собратьев, эти грибы растут в специально оборудованных теплицах, на компосте из соломы и навоза. Шляпка у шампиньонов белая или кремовая, иногда светло-коричневая, округлая у молодых и более раскрытая у зрелых. Под ней расположены пластинки, которые сначала розовые, затем темнеют до шоколадно-коричневых. Ножка цилиндрическая, с маленьким кольцом, остатком покрывала. Шампиньоны ценятся за нежный вкус и универсальность. Их едят и сырыми в салатах, жарят, тушат, запекают, варят супы. Сегодня это самый массовый культивируемый гриб в мире. Ежегодно выращиваются миллионы тонн. Для большинства людей шампиньон стал символом домашнего гриба, всегда доступного на рынке или в магазине. В лесу шампиньоны встречаются реже, чем на прилавках, но они там тоже есть. Дикие виды растут на богатой перегноем почве, на опушках, полянках, у тропинок и возле пастбищ. Чаще всего их можно найти в лиственных лесах или рядом с кустарниками, где много органики. Шампиньоны предпочитают светлые места, поэтому в глубокой тени почти не встречаются. Главное не перепутать дикий шампиньон с ядовитыми двойниками, например, с бледной поганкой. Это вам не шампиньон. Бледная поганка – один из самых опасных грибов на планете, и на ней не написано, что она опасна. Необходимо смотреть в оба глаза на внешность. На вид она выглядит довольно скромно. Шляпка зеленовато-оливковая или желтоватая, гладкая, диаметром до 15 сантиметров. Пластинки под шляпкой всегда остаются белыми, что отличает ее от шампиньона. Ножка тонкая, цилиндрическая, с утолщением у основания, погруженным в мешочек. Важный признак, по которому грибники распознают этот вид. Смертельный яд бледной поганки – аммонитин. Устойчив к нагреву и не разрушается при сушке или варке. Даже небольшой кусочек способен вызвать тяжелое поражение печени и почек. Симптомы отравления появляются не сразу, а через 8 часов, может через сутки, а возможно и дольше, что делает помощь запоздалой и опасной. Бледная поганка встречается в лиственных и смешанных лесах Европы, Азии, Америки и чаще всего с дубом, буком и березой. Мухоморы – один из самых известных родов грибов, и вокруг них сложилось множество легенд. Чаще всего под словом мухомор представляют красный гриб со шляпкой, усыпанной белыми пятнами. Это мухомор красный, и он действительно ядовит, хотя редко смертелен. Он вызывает галлюцинации, тошноту, сильное отравление. Есть и другие опасные виды – мухомор пантерный и особенно мухомор вонючий, который относится к смертельно ядовитым. Однако не все мухоморы опасны. Например, мухомор серо-розовый считается условно съедобным после тщательной термической обработки, а мухомор яйцевидный употребляется в пищу в некоторых странах. Тем не менее, спутать их с ядовитыми родственниками очень легко. Да, дорогие друзья, сбор грибов, или как заядлые грибники его называют, тихой охотой,
Увлекательное занятие, но оно связано с серьезной опасностью. Главный риск заключается в сходстве съедобных и ядовитых видов. Белый гриб и горчак, шампиньоны, бледная поганка – много ложных двойников, пусть и не столь ядовитых, как бледная, но ничего хорошего не принесет. И отличить их порой трудно даже опытному грибнику. Ошибка может стоить не только испорченной едой, как, например, с горчаком, но и здоровья, и жизни. Ведь токсины некоторых грибов не разрушаются ни при варке, ни при сушке. Другой риск – накопления в грибах тяжелых металлов и токсинов из почвы. Грибы действуют как губка, впитывая загрязнение. Опасность представляют и несъедобные, но не смертельные грибы. Они вызывают сильное расстройство пищеварения. Поэтому правило простое. Если есть хоть малейшее сомнение в определении гриба, его лучше оставить в лесу. А безопасный сбор возможен только при знании отличительных признаков и строгом соблюдении осторожности. И здесь одним видео ограничиться нельзя. Мир грибов слишком разнообразен, чтобы уложить его в один рассказ. У нас разговор лишь о самых известных, но видов тысячи, и каждый со своей историей и особенностями. Одни вкусны и ценны, другие смертельно опасны, третьи удивляют формами и окраской, отличить их непросто. Даже опытные грибники и микологи полагаются на наблюдательность, подмечают мельчайшие детали, оттенок пластинок, сеточку на ножке, изменение цвета мякоти, и все же даже они порой бывают в сомнениях. А мы лишь приоткрываем окно в этот удивительный мир. А мы переходим к опятам. Это тоже довольно узнаваемые и любимые лесные грибы. Стоит зайти в осенний лес, и можно увидеть целые колонии, густыми пачками обвившие старый пень или корни поваленного дерева. Их медовые бурые шляпки с мелкими чешуйками блестят после дождя, а тонкие ножки с аккуратной юбочкой сразу выдают принадлежность к настоящим опятам. Есть опенок осенний, главный герой грибного сезона. Он собирается корзинами и радует грибников обилием, но есть и его собратья. Опенок летний, появляется раньше и отличается двухзонной шляпкой, темной в центре и светлой по краям. А это опенок зимний, и он удивляет еще больше. Он не боится холода и продолжает плодоносить тогда, когда другие грибы уже исчезают. Его золотистые шляпки можно встретить даже под снегом. Многие видели в магазинах белые длинные грибы. Так вот, это на самом деле опенок зимний, или как его называют в странах азиатского мира – эноки. В природе он выглядит иначе, но в специальных теплицах этому грибу создают необычные условия – темноту и высокую влажность. В результате он формирует тонкие белоснежные ножки длиной до 15 сантиметров с крошечными шляпками. Эти нежные нити-грибы завоевали популярность в японской и корейской кухне, а после и по всему миру. Их кладут в супы, лапшу, тушеные блюда, и мало кто знал, что это обыкновенный зимний опенок. Под названием опята часто объединяют не только съедобные виды, но и их ложных двойников, которые относятся к разным родам и являются несъедобными. Например, опенок серно-желтый, опенок кирпично-красный, ложный опенок серопластинчатый, но есть и очень ядовитые. Например, галерина окаймленная, смертельно ядовитый гриб, опасный двойник опят. Шляпка у него небольшая, всего до 5 сантиметров, окрашена в желто-бурые тона. В сырость становится липкой, пластинки сначала светлые, затем буреют. На ножке есть маленькое кольцо, что делает ее еще больше похожей на съедобные виды. Растет галерина на гниющей древесины хвойных деревьев, поодиночке или небольшими группами. Опасность в том, что ее легко спутать с настоящими опятами. Гриб содержит смертельные токсины, аммонитины, как у бледной поганки. Даже немножко этих грибов вызывает тяжелое отравление с поражением печени и почек. И вы с помощью царства грибов перемещаетесь из царства живых в царство мертвых. Ареал у нее огромный, ее можно встретить практически в любом лесу умеренной зоны. Именно из-за такого широкого ареала и сходства с настоящими опятами галерина считается одним из самых коварных грибов. Будьте осторожны. А это рыжики. Яркие грибы с оранжевой или красно-медной шляпкой, украшенные концентрическими кругами. Их легко узнать по особенному млечному соку. При изломе выделяется морково-оранжевая жидкость, которая на воздухе быстро зеленеет. Ножка цилиндрическая, в цвет шляпки, мякоть плотная, ароматная. Рыжики растут в хвойных лесах. Особенно любят мох под соснами и елями.
Собирать их начинают с июля и до осенних заморозков. Многим они нравятся. Их едят жареными со сметаной, но особенно ценят солеными. Волнушки. Характерные представители рода млечников. Их легко узнать по пушистой или опушенной шляпке розового или беловатого цвета, с заметными концентрическими кругами. Края шляпки у молодых волнушек сильно загнуты вниз, словно защищают пластинки. При изломе они выделяют белый млечный сок, который придает мякоти жгучий, едкий вкус. Именно из-за этого волнушки относят к условно съедобным грибам. Растут они обычно группами в березовых лесах или на опушках, образуя микоризу с березой. Появляются с июля и плодоносят до осени. В сыром виде волнушки ядовиты и могут вызвать сильное расстройство желудка, поэтому их употребляют только после длительного вымачивания и отваривания. Да и лисички очень узнаваемые. Их шляпка воронковидная, с волнистыми краями, окрашена в ярко-желтые или золотистые тона. Нижняя часть шляпки покрыта не пластинками, а складками, которые плавно переходят в ножку. Мякоть плотная, упругая, с легким фруктовым ароматом. Лисички растут группами в хвойных и смешанных лесах, чаще всего на мшистых полянах. Они почти никогда не бывают червивыми, так как содержат вещества, отпугивающие насекомых. Сезон начинается в июне и длится до поздней осени. Лисички ценятся за вкус и универсальность. Их жарят, тушат, сушат и маринуют. В лесу рядом с лисичками грибники часто замечают их двойника. Это ежовик желтый. На первый взгляд он действительно похож. Шляпка светло-желтая или оранжевая, мясистая, неправильной формы. Но стоит перевернуть гриб, и отличие становится очевидным. Вместо привычных пластинок у ежовика находятся мягкие иголочки-шипики, свисающие вниз. Благодаря им гриб получил свое название. Мякоть его плотная, с легким фруктовым ароматом. Вкус приятный. Подвишенник. Гриб скромный на вид, но хорошо знакомый опытным грибникам. Его белая или сероватая шляпка с мягким шелковистым блеском кажется неприметной среди травы, а выдает его особый мучной запах, по которому подвишенник легко узнать. Пластинки редкие, не сходящие на ножку, со временем розовеют, что тоже помогает в определении. Растет он в лиственничных и смешанных лесах, чаще поодиночке или небольшими группами. Подвишенник считается съедобным и вкусным грибом, подходит для жарки и тушения. Сыроежки – один из самых распространенных грибов в лесах. Казалось бы, нет гриба проще и узнаваемее, чем сыроежка. Юные сыроежки выбираются из лесной подстилки с яркими блестящими шапочками. Взрослые маячат глянцевыми шляпками-блюдцами. Жизнерадостные грибы. И изнанка шляпки у них частенько приятная. Чисто белая и ножки беленькие. Правда, они далеко не все такие. Сыроежки очень разные и по виду, и по вкусу, и по габаритам. Их отличает огромное разнообразие. Существуют сотни видов с шляпками самых разных оттенков. От зеленых и желтых до красных, фиолетовых и почти черных. Общая особенность рода – ломкая мякоть и хрупкие пластинки, которые легко крошатся. У многих сыроежек вкус мягкий, и они считаются съедобными. Например, сыроежка пищевая, зеленая или голубиная. Но встречаются и жгучие едкие виды, такие как сыроежка рвотная или кроваво-красная, которые употреблять нельзя. Сыроежки появляются в лесу с начала лета и до поздней осени. Чаще всего рядом с березами, дубами или елями, образуя с ними микоризу. Они растут как поодиночке, так и группами. В кулинарии съедобные виды ценятся за мягкий вкус и универсальность. Их жарят, варят, солят. Однако из-за большого сходства видов грибники собирают только хорошо знакомые формы, оставляя сомнительные в лесу. А что за гриб валуй, пожалуй, знают многие грибники, но собирают его очень редко. Он же бычок или кульбик, или сыроежка вонючая. Крупный гриб из рода сыроежек, известный своим специфическим запахом и вкусом. Его шляпка достигает 15 сантиметров. Сначала полушаровидная, позже уплощается, поверхность слизистая, окраска желто-бурая. Края часто трескаются, пластинки частые, белые или кремовые. Ножка толстая, бочковидная у молодых, позже полая внутри. Мякоть плотная, но на вкус жгуче-едкая и с неприятным запахом. Перед употреблением его долго вымачивают и отваривают, чтобы убрать горечь и токсины. И чаще всего валуй солят, после чего он обретает приятный вкус и хрустящую консистенцию.
Рядовки – обширный род пластинчатых грибов, насчитывающий множество видов, которые сильно отличаются по своим свойствам. Рядовки – дружные грибы. Растут они часто рядами, особенно осенью, за что и получили свое название. Среди них встречаются как вкусные съедобные грибы, так и горькие несъедобные или даже слабоядовитые. Рядовки – грибы с характером, и у многих действительно есть свои народные названия, отражающие их внешность или отношение к ним грибников. Кому-то по душе зеленушки, рядовка зеленая, поздние хвойные грибы с устойчивым зеленым оттенком, сохраняющимся даже после варки. Их ценят за плотную мякоть и способность расти до самых заморозков. Другие предпочитают мышат, это рядовка серая. Эти скромные серые грибочки с фиолетовым и лиловым отливом известны своим насыщенным вкусом и ароматом, идеальный для жарки и маринования. А третий выделяет рядовку штриховатую или волокнисто-чешуйчатую за ее эффектную внешность, коричневую шляпку, покрытую темными радиальными штрихами, и плотную белую ножку. А четвертые говорят, что фиолетовая рядовка – это что-то, и других рядовок им не нужно, только фиолетовые подавай. А мы пойдем в смешанный лес с березками. Помимо белых невест, смотря под ноги, мы будем искать взглядом белые бока. Шляпки крупных белых грибов часто выглядывают из-под листвы. Опытные грибники осторожно раздвигают траву и листья, замечая характерные воронкообразные формы. Это, дорогие друзья, грузди. Груздь образует микоризу с березами и чаще всего встречается в березовых рощах, на лесных полянах и опушках, радуя грибников с июля до конца осени. Груздь настоящий – один из самых почитаемых грибов. Его легко узнать по крупной белой или кремовой шляпке диаметром до 20 см с воронкообразным углублением в центре. Поверхность шляпки слизистая, особенно во влажную погоду. Края пушистые, слегка подвернутые. Пластинки частые, белые, ножка толстая, короткая и плотная. И при повреждении гриб выделяет обильный белый млечный сок, едкий на вкус. Он, как и рыжик, относится к роду млечников. В сыром виде груздь лучше не употреблять. Однако после длительного вымачивания и засолки он превращается в один из самых вкусных и хрустящих грибов. Недаром груздь считается царем грибов в старину. Его засаливали бочками и подавали как деликатес. Свинушка – название сразу двух близких видов грибов – свинушки тонкой и свинушки толстой. Долгое время оба не считались условно съедобными, и в народной кухне их активно использовали. Жарили, тушили, солили, но исследования последних десятилетий изменили представление о них. Сегодня и тонкая, и толстая свинушки официально отнесены к ядовитым грибам. Свинушка тонкая – более распространенный вид. Она растет в лиственных и смешанных лесах, часто под березами или осинами, на влажной почве. Ее шляпка воронковидная, до 20 см в диаметре, буро-желтая или оливково-бурая, у молодых бархатистая, с подвернутыми краями. Пластинки густые, не сходят на ножку, окрашены в охристо-желтые тона. Ножка невысокая, светло-бурая. Гриб как гриб, но оказывается, какой коварный. В свинушке тонкая обнаружен особый токсин – паксиловый антиген. Это белковое соединение, которое само по себе не всегда проявляет действие сразу, но запускает в организме аутоиммунную реакцию. После употребления свинушек у некоторых людей вырабатываются антитела, которые начинают разрушать собственные эритроциты, красные кровяные клетки. В результате возникает гемолитический синдром, тяжелое разрушение крови, повреждение печени и почек. Опасность в том, что токсин действует кумулятивно, он накапливается. Человек может есть свинушки годами без заметных последствий, а затем внезапно получить смертельно опасное отравление. Свинушка толстая встречается реже. Она предпочитает древесину, растет на старых пнях, поваленных стволах, чаще хвойных пород. Ее шляпка мясистая, темно-бурая, бархатистая, диаметром до 20 см. Главный признак – короткая и утолщенная ножка, бархатистая на ощупь, окрашенная в темно-шоколадные тона. Этот гриб внешне красив, но также несет опасность для здоровья, да и горькая она к тому же, даже после вымачивания. А это грибы-зонтики, эффектные грибы лесов и лугов. Его шляпка достигает 30 сантиметров. Сначала яйцевидная, позже раскрывается, превращаясь в настоящий зонтик с широкими краями. Поверхность покрыта крупными коричневыми чешуйками на светлом фоне, а в центре заметен темный бугорок. Ножка длинная, до 40 сантиметров, с характерным подвижным кольцом. Важный признак, отличающий ее от ядовитых двойников. Этот гриб выбирает светлые опушки, поляны, луга и
пастбища, где вырастает поодиночке или небольшими группами. Его мякоть белая, плотная, с приятным запахом. В пищу используют в основном шляпки. Их жарят, запекают, панируют как котлеты, а ножки обычно слишком жесткие. Дождевики – очень интересные грибы. Их плодовое тело шаровидное или слегка приплюснуто, диаметром до 70 сантиметров. И бывают они не маленькие, иногда весят более 10 килограммов. Снаружи молодой гриб белый, гладкий, затем желтеет и растрескивается. Внутри мякоть у молодых экземпляров плотная и белая. Именно тогда гриб считается съедобным. По мере созревания она превращается в оливково-бурую порошкообразную массу спор, и гриб становится непригодным для пищи. Растет дождевик на лугах, пастбищах, опушках и полянах, чаще поодиночке. Веселка обыкновенная, один из удивительных грибов леса. В начале роста она выглядит как белое яйцо, скрытое в оболочке, но затем буквально за несколько часов вырастает высокий полый плодовый организм с колокольчатой шляпой, покрытой темной слизью. Этот запах крайне неприятен для человека, но именно он привлекает мух и насекомых, которые разносят споры гриба. Веселка известна быстрым ростом, до 5 мм в минуту. В народе ее считали магическим грибом и использовали в лечебных целях. Несмотря на отталкивающий вид, яйцо веселки считается условно съедобным. Говорушки – многочисленный род пластинчатых грибов, включающий как съедобные, так и ядовитые виды. Свое название они получили за то, что часто растут большими группами, образуя своеобразные круги или ряды, напоминающие кружки собравшихся людей. Шляпка у говорушек обычно воронковидная, с загнутыми краями, окрашена в светлые тона – белые, серые, кремовые или охристые. Пластинки частые, нисходящие на ножку, мякоть тонкая, с легким запахом муки. Среди говорушек встречаются съедобные виды, например, говорушка дымчатая, употребляемая после отваривания. Но есть и ядовитые, такие как говорушка беловатая и говорушка восковатая, содержащие сильный токсин – мускарин. А это навозники, очень интересные грибы. Их вытянутые колокольчатые шляпки, покрытые белыми волокнистыми чешуйками, напоминают распушенное перо или миниатюрную лампочку. Молодой гриб чисто белый и съедобен, но с возрастом края шляпки начинают темнеть, а у серых навозников происходит удивительный процесс. Плодовое тело буквально растворяется, превращаясь в черную капающую жидкость. Это особый способ распространения спор – автолиз. Ромария или рогатик красивый, яркий и необычный гриб, внешне похожий на подводный коралл. Его плодовое тело состоит из толстого основания и множества разветвленных веточек, окрашенных в розовые, оранжевые или желтоватые тона. Кончики веточек нередко имеют красноватый оттенок, из-за чего гриб выглядит особенно нарядно. Растет рогатик красивый в лиственных и смешанных лесах, чаще всего под буками и дубами, на лесной подстилке. Несмотря на привлекательный вид, этот гриб несъедобен или попросту ядовит. Его употребление вызывает желудочно-кишечные расстройства. А мы переходим к древесным грибам. Вообще древесные грибы – это обширная и очень разнообразная группа организмов, жизнь которых связана с деревьями. В отличие от привычных почвенных грибов, они растут на живых стволах, старых пнях, упавших ветвях или корнях. Их главная экологическая роль – разложение древесины. Благодаря этому процессу мертвые деревья не накапливаются в лесу, а превращаются в питательные вещества, которые снова поступают в почву и замыкают круговорот жизни. И наиболее известные, наверное, это трутовики. Эти грибы легко узнать по копытообразным или полукруглым шляпкам, часто окрашенным в яркие тона и украшенным концентрическими кольцами. Некоторые из них полезны для человека, например, серно-желтый трутовик. В молодом возрасте имеет мягкую мякоть и употребляется в пищу. Другие, напротив, несъедобны, но нашли применение в быту. Например, трутовик настоящий использовался для получения трута и разведения огня. Чага – древесный гриб, развивающийся главным образом на березах. Снаружи он выглядит как черный потрескавшийся нарост, похожий на обугленный кусок дерева. Внутри скрыта плотная рыжая ткань, богатая биологически активными веществами. Гриб медленно растет, иногда десятилетиями, постепенно вытягивая питательные соки из дерева. В народной медицине чагу использовали с древности. Ее заваривают как чай или готовят настойки, которые применяются для укрепления иммунитета, облегчения воспалений и общего оздоровления организма. Сегодня чага признана и официальной медициной, как источник полезных соединений.
К древесным грибам относятся опята, о которых мы уже говорили. А это линжи или рейши. Древесный гриб известный в Азии как гриб бессмертия. Его плодовое тело копытообразное или веерообразное, с блестящей лакированной поверхностью красно-коричневого цвета. В природе линжи растет на лиственных деревьев. Мякоть у него жесткая, поэтому гриб несъедобен в привычном виде. Однако издавна он ценился в китайской и японской медицине. Из него готовили отвары и порошки, считая средством для укрепления здоровья и продления жизни. Сегодня рейши изучается наукой и широко используется как источник биологически активных веществ. Другой знаменитый древесный гриб – шиитаке. В природе он встречается на древесине лиственных пород в Азии, но уже много веков выращивается человеком. Сегодня шиитаке – один из популярных культивируемых грибов в мире, ценимый не только за вкус, но и за полезные свойства. Шимеджи – группа съедобных грибов, широко используемая в японской, китайской и корейской кухне. В природе они растут на древесине лиственных деревьев, образуя небольшие гроздья. В культуре чаще встречаются два вида – белый и коричневый шимеджи. Шляпки у них небольшие, ножки тонкие, длинные, растут плотными пучками. Вкус шимеджи мягкий, с легкой горчинкой, которая исчезает при тепловой обработке. Эти грибы жарят, тушат, добавляют в супы, лапшу, овощные и мясные блюда. Шимеджи ценятся за упругую текстуру, богатство белка и аминокислот, а также характерный умами вкус. Но шиитаке и шимеджи не настолько популярны, как вешенка, или как многие люди называют этот гриб вешенка. Слово происходит от старорусского вешать, расти боком или сбоку, ведь грибы крепятся к древесине боком, а не ножкой вниз. Это один из самых популярных древесных грибов, встречающийся в лиственных лесах. Ее шляпки верообразные или раковинообразные, окрашены в серые, серо-бурые или почти белые тона. Они образуют плотные букеты, располагаясь ярусами на стволах или пнях берез, осин или тополей. Ножка у вешенки короткая и плотная, пластинки не сходят вниз по ее поверхности. Растут вешенки с осени до морозов, иногда попадаются даже под снегом, за что их называют зимними грибами. Мякоть у них плотная, упругая, с мягким вкусом и приятным ароматом. В пищу используют в основном шляпки, их жарят, тушат, маринуют и сушат. Особое значение вешенка получила благодаря простоте культивирования. Ее выращивают на опилках, соломе и других растительных остатках, получая обильные урожаи. Сегодня это один из главных промышленных грибов, уступающий популярностью только шампиньону. А мы, дорогие друзья, поговорим об аскомицетах. Аскомицеты или сумчатые грибы – один из крупнейших отделов грибов, объединяющих десятки тысяч видов. Их особенность – образование спор в микроскопических мешочках, называемых асками. Именно отсюда и название. Аскус по-гречески значит мешок. К аскомицетам относят очень разные организмы, от одноклеточных дрожжей до крупных плодовых тел, таких как сморчки и трюфели. Среди них есть и плесневые грибы, сыгравшие огромную роль в медицине и промышленности, а у некоторых он стоит в банке на подоконнике, в обычной квартире, а в тундре их едят олени. Аскомицеты встречаются повсюду, в почве, в воде, в воздухе, но обо всем по порядку. И начнем мы со сморчков. Сморчки – это один из самых известных съедобных аскомицетов. Их легко узнать по характерной шляпке с ячеистой поверхностью, напоминающей соты. Шляпка срастается с полой ножкой, что отличает сморчки от похожих строчков. Цвет шляпки варьирует от светло-желтого до темно-бурого. Растут сморчки весной, сразу после схода снега, предпочитая лесные опушки, овраги, места после пожаров. Эти грибы ценятся за нежный вкус и аромат. В пищу их используют только после обработки. Сырые сморчки содержат токсины, разрушающиеся при варке или сушке. Строчки – весенние грибы, которые появляются в лесу одними из первых, сразу после таяния снега. Их изогнутые складки и шляпки, напоминающие мозговые извилины, делают их легко узнаваемыми. Чаще всего встречается строчок обыкновенный и строчок гигантский. Несмотря на привлекательный вид, грибы эти коварны. В свежем виде они содержат токсин гераметрин, способный вызвать тяжелое отравление. В старину их ели после многократного вымачивания и отваривания. Но даже такая обработка не всегда спасает, поэтому во многих странах строчки признаны ядовитыми.
Трюфели – одни из самых загадочных и дорогих грибов мира. В отличие от привычных лесных собратьев, они скрываются не на поверхности, а под землей, образуя клубневидные тела, похожие на неровные картошки. Найти их можно только с помощью специально обученных собак или свиней, которые чуют сильный аромат даже под слоем почвы. Черный трюфель, или перегорский, растет главным образом во Франции, Испании и Италии. Его мякоть темная, мраморная, с белыми прожилками, а вкус описывают как сложный, одновременно ореховый, шоколадный и слегка чесночный. Этот гриб традиционно используют в соусах, пастах и мясных блюдах. Белый трюфель, или пьемонтский, еще более ценен. Он встречается реже, главным образом в Италии, в регионе Пьемонт. Его аромат интенсивнее и тоньше. В нем чувствуется чеснок, сыр, пряности. Белые трюфели едят сырыми. Их тонко срезают и посыпают ими пасту, ризотто или омлет, ведь нагрев разрушает их уникальный запах. Сегодня эти грибы остаются символом высокой гастрономии. Однако в последние десятилетия их научились культивировать. Мицелий вводят в корни дубов или лещины, и спустя годы плантации дают урожай. Тем не менее, настоящие дикие трюфели ценятся особенно высоко. Но не так высоко, как кардицепс. Да, кстати, и кардицепс — это представитель аскомицетов, уникальный гриб-паразит. Его особенность в том, что он поражает насекомых и других членистоногих. Споры гриба попадают в организм хозяина, прорастают и постепенно заменяют его внутренние ткани. В итоге из тела насекомого вырастает плодовое тело кардицепса, тонкий вытянутый стержень, содержащий аски со спорами. Существует более 400 видов кардицепса. Одни паразитируют на гусеницах, другие на муравьях или жуках. Некоторые виды издавна применяются в традиционной тибетской и китайской медицине как средство для укрепления организма, повышения энергии и иммунитета. Высокий спрос и ограниченный ареал сделали его одним из самых дорогих грибов в мире. Сегодня его также культивируют искусственно для использования в биодобавках и фармацевтике. И что мы все о деньгах да о деньгах? Давайте посмотрим на красоту. Это саркосцифа алая, гриб, который называется огнем весны. Его миниатюрные чашечки размером всего несколько сантиметров ярко краснеют на гниющих веточках ивы или клена. В конце зимы лес еще кажется безжизненным. Серые веточки, остатки снега, влажная листва. И вдруг среди этого однотонного фона вспыхивает алое пятно. Снаружи плодовое тело бархатистое, беловато-розовое, а внутри сияет ярко-красным цветом. Саркосцифа появляется одной из первых, иногда пробивается даже сквозь подтаявший снег. Она съедобна, но ценится не вкусом, а красотой. Не менее красочная алеврия оранжевая, гриб, который в лесу или на лугу сразу бросается в глаза. Его плодовое тело похоже на яркое блюдце или маленькую тарелочку, поставленную прямо на землю. Она сияет насыщенным оранжевым цветом, как будто вырезанным из апельсиновой корки. Диаметр таких чашечек достигает 10 сантиметров. И алеврия растет группами на открытых местах, вдоль тропинок, на лугах, в садах, предпочитая влажную почву. Гриб съедобен, но вкуса почти не имеет, поэтому ценится скорее за декоративность. Его яркие кусочки иногда добавляют в блюдо ради красоты. Но не все аскомицеты так красиво выглядят. Иногда они очень маленькие, но когда их великое множество, они вполне различимы. Крошечные, почти незаметные, они живут рядом с нами всегда. На хлебе и в сыре, в земле и в воздухе, в лекарствах и ядах. И именно они не раз меняли ход человеческой истории. На поверхности яблока, в капле дождевой росы, в зерне, спрятанном в амбаре, живут они. Настолько малы, что веками человек не догадывался об их существовании. Это дрожжи и плесневые грибы. Невидимая цивилизация, рассеянная по всей планете. Плесень – самый привычный для глаза представитель аскомицетов. Она появляется на хлебе, сыре, фруктах, на стенах и кажется всего лишь неприятным налетом. Но за этим стоит сложный мир. Одни виды плесени губят продукты, другие стали основой кулинарных традиций, а третьи, например, подарили миру пенициллин – первый антибиотик, спасший миллионы жизней. В 1928 году Александр Флеминг заметил, что колонии бактерий исчезают рядом с плесенью. Так был открыт пенициллин, спасший миллионы жизней. Но не только медицина обязана пенициллом.
Плесень помогла создать сыры рокфоры и камамбер, соевый соус и саке. Но она же разрушала дома, поражала легкие людей и животных. Споры Aspergillus niger fumigatus мы вдыхаем каждый день. Для здорового человека это безвредно, но при ослабленном иммунитете гриб прорастает в ткани легких и может убить. Aspergillus flavus выделяет афлатоксины, одни из сильнейших природных ядов, способные поражать печень. У дрожжей нет мицелия и шляпок. Их тело всего одна клетка, но именно в ней скрыта алхимия превращений. Например, дрожжи делают то, что изменило нашу цивилизацию. Превращают сахар в газ и спирт. Благодаря им тесто оживает, поднимаясь пышным хлебом. Благодаря им соки из зерновых отваров начинают играть, рождая вино и пиво. Напитки, вокруг которых строились ритуалы и праздники. Аскомицеты иногда создают удивительные симбиозы, о которых мало кто догадывался. Например, лишайники. Это симбиоз грибов, чаще всего аскомицетов, и водорослей, или цианобактерий. Гриб дает каркас и защищает от высыхания, а водоросль поставляет углеводы, используя энергию солнца. Благодаря этому лишайники заселяют самые суровые места, от арктических скал до пустынных камней. Они первыми приходят туда, где нет почвы, разрушая камень и создавая основу для будущей жизни. Лишайники играют важную роль и для человека. Их использовали для получения красителей, лекарств в народной медицине, а некоторые виды служат кормом для северных оленей. Чайный гриб, известный как камбуча, тот, который в баночке на подоконнике или на холодильнике. Это не просто гриб, это тоже симбиоз, но уже у дрожжей и уксусно-кислых бактерий. В нем бок о бок живут дрожжи и уксусно-кислые бактерии. Дрожжи сбраживают сахар в спирт и газ, а бактерии превращают спирт в кислоты и создают характерную целлюлозную пленку. В итоге получается слегка газированный напиток с мягкой кислинкой и ароматом сидра. Есть такое понятие, как уксусная матка, и оно формируется иначе. Сначала дрожжи сбраживают фруктовый сок в сидр или вино, затем вступают уксусно-кислые бактерии, превращая спирт в уксусную кислоту. На поверхности образуется желеобразная масса – матка, где живет сообщество микроорганизмов. Вкус здесь резче и ярче, чем у камбучи. Кефирные зерна – самый разнообразный симбиоз. Дрожжи создают газ и немного спирта, а молочно-кислые бактерии делают молоко густым и кислым. Уксусно-кислые бактерии добавляют легкую остроту. Все они объединены в матрице из кефирана, поэтому зерна напоминают крупинки. Главное отличие – дрожжи почти всегда выполняют одну функцию – сбраживают сахара, а настоящий характер напитка задают бактерии. Камбуча становится чайно-уксусной, матка рождает уксус, а кефирные зерна превращают молоко в кисломолочный, шипучий и густой напиток. Сегодня дрожжи стали еще и научной моделью. На них изучают гены, клеточные процессы, основы биотехнологии. Но у дрожжей есть и темная сторона. Их родственники кандида могут стать болезнетворными паразитами. Особенно опасен кандида аурус. Новый патоген 21 века, устойчивый к лекарствам и смертельно опасный для пациента в реанимации. Фузариумы поражают поля пшеницы и ржи, уничтожают урожаи, отравляют зерно токсинами. Спорынья веками наводила ужас в Европе. Зараженный ею хлеб вызывал судороги, галлюцинации, гангрены. Но из тех же алкалоидов позже сделали лекарства. И большинство людей очень боится отравиться грибами. И разговоров об этом пруд-пруди. Собственно, даже и сегодня в нашем разговоре зачем далеко ходить в лес. Но если посмотреть на статистику в целом, то она просто поражает. Самый известный способ, которым грибы убивают человека – отравление ядовитыми грибами, так называемый мицетизм. Собрал грибков в лесу самых красивых, вкусно поужинал, и если что-то не так, ты уже в царстве грибов. Бледная поганка, мухоморы, галерины содержат токсины, которые за несколько дней уничтожают печень и почки. Каждый год в мире фиксируется около 100 смертей от таких отравлений. Больше всего в Евразии, но это лишь зарегистрированные случаи. В сельских регионах диагноз часто ставится поздно, и часть смертей попадает в статистику как острая печеночная недостаточность. Возможно, около 1000. Но это ни в какое сравнение не идет со аскомицетами. Наибольший урон человечеству наносят инвазивные грибковые инфекции. Каждый год
около 6 миллионов человек заражаются опасными грибами и до 3 миллионов умирают. Из них около 2 миллионов прямо от грибковой инфекции. Криптококоз, аспарагиллез, кандидоз – эти диагнозы редко попадают в заголовки газет, но в медицинской статистике они занимают мрачное место рядом с туберкулезом и малярией. И статистика с каждым годом растет. Людей становится больше, и грибы эволюционируют. Особенно уязвимы пациенты с ослабленным иммунитетом, ВИЧ-инфицированные, онкобольные, люди после трансплантаций. Не менее коварны микотоксины, яды плесневых грибов, афлатоксины, ахротоксин накапливаются в зерне, орехах и кормах. Они не убивают мгновенно, но медленно разрушают печень, почки, иммунитет и провоцируют рак. Миллионы людей, особенно в теплом климате, подвергаются хроническому воздействию этих токсинов. Точной статистики смертей нет. Чаще в отчетах фигурируют рак печени или печеночная недостаточность. Но вклад грибных ядов в глобальную смертность огромен. Миллионы людей страдают аллергией на споры плесени. У астматиков такие аллергены вызывают приступы бронхоспазмы и воспаления легких. Смерти от такого механизма встречаются гораздо реже, чем от инфекций или токсинов. Но вклад в хронические болезни дыхательных путей колоссальный. Число пациентов, чья жизнь осложнена плесенью, исчисляется миллионами. Плесень поражает не только людей. В аквариумах плесень убивает икру и рыбу, превращая ее в белый ватный ком. У птиц аспарагиллез вызывает удушье и массовую гибель. У пчел гриб превращает личинок в твердые камушки. Болезнь известна как каменный расплод. Даже копытные страдают от плесневелых кормов, теряя силы и координацию. Но мир грибов не только враг. Дрожжи дали хлеб и вино, плесень подарила сырые лекарства. Аспергиллус веками превращал сою в соус. Фузариум сегодня используется для получения белковых продуктов, которые могут стать пищей будущего. Но это будущее. А сегодня приятно нажарить рыжиков и лисичек со сметанкой и закусить маринованным или соленым хрустящим грибком. Грибы стали не только угрозой, но и опорой цивилизации. Они разрушают и спасают, отравляют и лечат, убивают и вдохновляют. Их нельзя победить, они слишком древние, всепроникающие и сильные. И нужно ли их побеждать? Человечество учится жить рядом с ними, пытаясь переручить невидимых соседей и превращая их в союзников. Грибы – это особый мир, параллельный растениям и животным. Такие удивительные и неповторимые грибы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.